Я подал в суд, по-моему, 7 января 2024 года. На данный момент 26 марта. Кто смотрел эти ролики Стаса, он утверждал, что у него есть все доказательства. Он угрожал меня не просто в суд на меня подать, он угрожал меня посадить и проследить, чтобы там надо мной издевались в тюрьме, что, в общем-то, как-то очень странно, да, для человека, который утверждает, что он законопослушен. В общем, страшные угрозы, какие-то толпы свидетелей и прочее. Вот я подал иск. Я устал ждать, когда появятся доказательства этих всех слов. Я подал иск, я хочу, чтобы господин Васильев предъявил доказательства, да, вот своих слов. Значит, представитель господина Васильева прибежал валяться в ногах у моего представителя в присутствии свидетелей. Возможно, даже где-то в интернете появятся какие-то записи, потому что это было очень публично, была большая аудитория, было много зрителей, люди были шокированы таким поведением, вроде бы адвоката, да, вроде бы юриста. Вот, в общем, какие-то мольбы, какие-то в сочетании. То есть вот это вот, знаете, странное поведение. Ты пришел просить. Ты понимаешь, что ты проиграл. Ты можешь сохранять чувство собственного достоинства? Ну, ты можешь как-то вот, вести себя как мужчина, в конце концов, нет? Что это за поведение базарной бабы, которая то просит, то угрожает, то хамит, то извиняется? Что это такое? О каком вообще мировом соглашении может с таким человеком идти речь? Я, правда, поясню, что мировое соглашение – это документ, который имеет судебную силу, то есть оно обязательно утверждается судом. И, если честно, я, конечно, человек не злой, да, я не зверь какой-нибудь. У меня нет задачи там уничтожить лично Васильева или, как он уверял, убить его. Значит, какие обвинения? Я хотел его убить. В прямом эфире заявлял о том, что я хочу его убить. Публиковал, значит, что я хочу его убить. Значит, сжечь его квартиру. Значит, уничтожить всех его близких, портил его машину, взламывал студию, взламывал дом. В общем, почитать я какой-то вообще просто не знаю вообще кто. Значит, суд он еще не проиграл. Давайте будем честны, да? Значит, проигрыш еще впереди. Значит, тем более, что это только первый из исков, я про это много раз говорил. Значит, я от мирового соглашения с Васильевым не отказываюсь. Я еще раз говорю, я не зверь, да? Я не собираюсь его убивать, как он там хотел, сжигать ему квартиру, преследовать его жену, ребенка, его любовников и всех остальных. Нет, мне это не нужно. Стас должен опровергнуть ложь, распространенную про меня, публично извиниться, компенсировать мои убытки и мои материальные затраты, ущерб, который он нанес. Ну и что еще? Ну и, в общем, забыть про меня желательно насовсем, то есть вообще о том, что я существую. Жалкая советская букашка, проиграл все суды Иванову. Нет, первая инстанция, значит, там, где Стас прописан, в его день рождения, вынесла решение в пользу Васильева. Но решение не вступило в силу. И мы сейчас в апелляции это решение успешно обжалуем. Процесс идет. На данный момент следующее заседание назначено на 2 апреля. Так, значит, я открыл. Итак, содержится ли в представленных материалах информация о том, что Иванов Сергей Сергеевич, кавычки, не работал в качестве продюсера с Пучковым Дмитрием Юрьевичем и продюсером не был, не знает английского языка в принципе и так называемые правильные переводы ему принадлежать не могли, был увлечен в краже большого количества денег, воровал у Пучкова, подставлял его, с кем-то договаривался, в итоге не выполнял, является вором, зарегистрировал фирму с таким же названием
и в обход Пучкова ДЮ украл немалое количество денег. Начал красть у Гоблина деньги, и Гоблин его уволил. Украл ключ трансляции, украл у режиссера Антона Красовского донаты. Начал устраивать постоянные провокации Пучкову, обливать его зеленкой. Это хулиганство, кстати. Занимается травлей Пучкова. Распространил информацию о том, что Пучков пытался шантажировать его сына для того, чтобы оклеветать Пучкова. Проиграл в суде все свои иски. То есть ни один из исков, который он против Пучкова выдвигал, не увенчался успехом. Все суды Иванов проиграл. У них с Пучковым было огромное количество судов, ни один из которых Иванов не выиграл. Возомнил себя пупом земли и сказал: слушай, Пучков, ну как бы давай-ка ты мне будешь платить там не 3% или там не 2, а 50, потому что я на самом деле такой хороший и распрекрасный. Я-то охуенный, это понятно. Имеет психиатрическое заболевание шизофрения, имеет соответствующий диагноз. Человек больной шизофренией является психопатом, маньяком, настоящий шиз, откровенный маньяк, шизофреник настоящий натуральный, шизоидный психопат, шиз, реальный шизофреник, сумасшедший человек с диагнозом шизофрения, сумасшедший шиз, настоящий шизофреник, психопат. Кинул на деньги огромное количество людей, постоянно обманывал людей, просил их сделать какую-то работу, в итоге не платил. Сейчас еще потише сделаем. Так. Музыку можно тише. Обязательно депортация, обязательно, и сразу на Колыму. Обязательно. Так. Кинул на деньги огромное количество людей, постоянно обманывал людей, просил их сделать какую-то работу, в итоге не платил. Им кинуты даже люди, которые простые рабочие в Твери. Ездил в соседние области нанимать людей, чтобы они выполняли за него работу, за которую он получал деньги, а им, соответственно, не платил. В Твери обманывает людей, не выплачивает деньги за работу. Своих обязательств не выполнил. Пытался кинуть ответчика Васильева. Кидает абсолютно всех, обманывает на деньги. Ребят, которые кинулись на Бориса Юлина, тоже кинул. Любой, кто имеет с ним хоть какое-нибудь краткосрочное сотрудничество, кидается на бабки. Нанял банду головорезов, является участником или организатором ОПГ, организованной группы с целью осуществления преступной деятельности. Так. Пока будем без музыки. Значит, дальше идем. Это не все. Значит, устраивал травлю людей, преследовал тех, о ком позитивно высказался Пучков. Травил мятежника Джека, пробивал его адреса, угрозы в его адрес. Организовывал слежку за подругой ответчика, у которой ответчик прятал машину. Много людей переживали травлю Сергея Иванова, периодически преследовал людей, преследовал ответчика Станислава Васильева, отправлял к ответчику психопатов. Это у нас банда психопатов, короче. Отправил к Егору Погрому азербайджанских националистов. Это я, который в Армении живет, охуенно. Значит, угрожал ответчику убийством, обсуждал его убийство в прямом эфире, обещал убить ответчика. Угрожал убить ответчика и даже писал об этом в открытую. Звонил, угрожал ответчику. Дианонит, показывает адрес, то есть публикует личную информацию, адреса места жительства Егора Просвернина и других людей. Скидывает эту информацию в нацистские группы. Это мне человек предъявляет, который с Русичем интервью делает. Выкладывал в публичный доступ личные данные СТС, номера спикера ответчика, который не водит машину. Координаты местоположения. Все адреса ответчика, абсолютно все. Начал публиковать все личные данные ответчика. Совершил покушение на частную жизнь человека. Выпустил видеоролик с адресом Егора Погрома. Выложил себе на канал, отправил в личку группам. Опубликовал в описании к видео телефон, домашний адрес, все личные данные ответчика. Дианон, звонки близким ответчика, угрозы и все, что делает продюсер. Присылает людям адреса их родителей.
Подругу ответчика Иванов на протяжении года репостил каждую ее фотографию. Это кто это? Значит, с каждую с комментарием булил. Ну, вы знаете, не то, что прямо булил, но прям вот преследовал. Это Аляша, что ли? Не выкладывал я фотки Аляша. Вы что, с ума сошли? Содержается, значит, есть скрины слитые, телефонные разговоры, слиты они самим продюсером Ивановым. Я не сливаю телефонные разговоры. Продюсер Иванов слил телефонный разговор, где они обсуждают посадку меня в тюрьму. Я не обсуждал посадку в тюрьму Станислава Васильева по телефону. Содержится, значит, пытался шантажировать, шантажист, настоящий шантажист, шантажировал практически каждого популярного блогера, я вас создал, шантажирует всех, требует отдать 50% дохода, занимается рэкетом, вымогательством, продюсер Иванов рэкетир-вымогатель. Пытался изнасиловать, домогался человека пьяным, пытался изнасиловать, насильник. Прецедентов, когда он кого-то домогался, огромное количество. Продюсер Иванов совершил половой акт с девушкой против ее желания. Несколько девушек написали, они готовы дать показания. Кучу девушек, попытавшись изнасиловать, и дальше попытавшись изнасиловать. Представляется сотрудником правоохранительных органов, инспектором ГИБДД. Выдавал себя за правоохранительные органы, прикидывался инспектором ГИБДД. Является зоофилом, насилует лошадей, убил коня, насильно откармливал лошадь слишком сильно, и конь умер. Совершил или совершает половые акты с лошадьми. Это жестокое обращение с животными, если что, это статья. Вламывался на студию ответчика, приезжал к ответчику домой, пытался вломиться к ответчику домой, ломился к ответчику, значит, ко мне к ответчику ломился. Ко мне ответчику ломился продюсер Иванов, бывший продюсер Гоблина. Портил машину ответчика, представляете? Отправил больного коронавирусом человека для того, чтобы тот на ответчика кашлял. Пытался заразить коронавирусом, то есть отправлял ковидного чувака. Сливал телефонные переговоры, слитые самим продюсером Ивановым. Значит, позвонил в полицию, вызвал полицию домой к человеку. Все заминировано, у них эвакуировали подъезд. Сергей Иванов врет, потому что врет. Не верьте абсолютно ничему, что говорит продюсер Иванов, потому что он натуральный шизофреник, который врет просто потому, что врать – это его судьба. Обещал сжечь квартиру ответчика. Вот. И это, дорогие друзья, только первый иск. Спонсор Олег Тиньков, исполнитель Васильев. Семина будете судить? Так там некоторые цитаты Семина, если что. Сергей, вам надо со Стасом пиво попить, произошло недопонимание. Да не вопрос, стоит всего 5 миллионов, наверное, на данный момент. Пожалуйста, может меня обслужить, приехать, налить мне пиво, постоять на четвереньках, чтобы мне было куда ноги положить. Я не против, могу даже снять про это видео, если что. Значит, мы продолжаем оплачивать различные сборы и все остальное. Против Жмеля будет иск, не переживаем. Против всех будет иск. В списке 42 ответчика. Мы никуда не торопимся. Все будут привлечены в рамках закона ко всему. Вот. Значит, берегите себя. Поддерживайте нас лайком, репостом, комментарием и рублем. Дело наше правое, победа будет за нами. Берегите себя и до новых встреч.